Сигизмунд Шломо Фрейд родился 6 мая 1856 года в небольшом австрийском городе Фрайберг в семье евреев немецкого происхождения. Уже в детстве маленький Зигмунд отличался от сверстников своими незаурядными способностями и страстью к наукам. В 1865 году он с отличием окончил гимназию в числе первых и лучших учеников. В юности Фрейд увлекался философией и литературой, хорошо владел различными языками, изучал латынь и греческий язык. Однако в силу антисемитских настроений, которые царили в XIX веке в Европе, Зигмунд Фрейд мог стать только промышленником, коммерсантом, адвокатом или врачом. Его выбор пал на медицину, и в 1873 году он поступил на медицинский факультет университета в Вене. Там Зигмунд начал изучать анатомию, химию, физиологию и зоологию. Кстати, самая первая статья Фрейда, опубликованная Академией наук, была посвящена выявлению половых различий у речных угрей. Через 8 лет обучения Зигмунд сдал на отлично экзамены и получил ученую степень доктора наук. Но из-за финансовых трудностей он вынужден был оставить начатую исследовательскую деятельность и заняться частной практикой в Венской больнице. Зигмунд начал с хирургии, но уже через 2 месяца оставил эту идею, найдя работу слишком утомительной. Решив сменить область деятельности, Фрейд переключился на неврологию, в которой смог достичь определенных успехов. Изучая методы диагностики и лечения детей с параличом, а также различные нарушения речи, он опубликовал ряд работ на данные темы, которые стали известны в научных и медицинских кругах. Именно ему принадлежит ныне общепринятый термин «детский церебральный паралич». Фрейд приобрел репутацию высококвалифицированного врача-невропатолога, но при этом его увлечение медициной быстро сходило на нет, и на 3-м году работы в Венской клинике Зигмунд окончательно в ней разочаровался. В 1884 году Фрейд узнал о новом препарате под названием кокаин и решил проверить его действие на пациентах, страдающих сердечными заболеваниями, а также на себе. Действие кокаина произвело на ученого сильнейшее впечатление. Препарат был охарактеризован им как эффективный энергетик, дающий возможность проводить сложнейшие хирургические операции. Фрейд даже опубликовал восторженную статью о веществе, которая получила название о коке. Однако многие стали замечать, что кокаин вызывает сильную зависимость, и быстро прекратили его использование. Вплоть до 1900 года и сам Фрейд боролся с кокаиновой зависимостью, страдая головными болями, сердечными приступами и кровотечениями из носа. В 1885 году Фрейд попал на стажировку к французскому психиатру Жану Шарко, благодаря чему научился применять в лечении гипноз, с помощью которого удавалось излечить пациентов, либо облегчить их страдания. Но Зигмунд решил попробовать применять в лечении беседы с пациентами, позволяя людям выговориться и изменить сознание. Такая техника приобрела название «метод свободных ассоциаций». Эти беседы из случайных мыслей и фраз помогали понять проблемы пациентов и находить их решение. Данный метод помог отказаться от использования гипноза и подтолкнул к общению с пациентами, находящимися в полном сознании. В 1896 году умер отец Зигмунда, чью смерть он переживал особенно остро. На фоне охватившего Фрейда отчаяния и ощущения одиночества у него начал развиваться невроз, и Фрейд решил применить анализ к самому себе, исследуя детские воспоминания при помощи метода свободных ассоциаций. Но ни один из прежних методов не был пригоден для достижения нужного результата, и тогда Фрейд обратился к изучению собственных сновидений. Самоанализ Фрейда был крайне болезненным и проходил весьма тяжело, однако оказался продуктивным и важным для его дальнейших исследований. В следующие 3 года Фрейд усиленно работал над произведением, которое впоследствии считал самым важным своим трудом. Оно называлось «Толкование сновидений». В книге были приведены конкретные примеры анализа сновидений и описаны характерные для них психические процессы. Также там содержались основные сведения о психоаналитической трактовке символики сновидений. Суть этой книги заключалась в том, что сон не бессмыслица, а искаженное, замаскированное осуществление вытесненного желания. В 1904 году выходит в свет вторая крупная работа Фрейда «Психопатология обыденной жизни». Этой работой Фрейд показал, что различного рода оговорки, промашки, оплошности, нарушения речи, забывания, замещение одного слова другим не случайны и происходят вследствие подавления мыслей, которую хотят спрятать в бессознательном. Это явление он назвал парапраксис, но сейчас в широких массах оно более известно как оговорка по Фрейду. Первые годы 20 века были особенно творческими для Зигмунда. Он выступал с лекциями в Европе и США, основал журнал по медицинскому психоанализу и продолжил исследовать бессознательную часть человеческого «я». И хотя Фрейд расходился во мнениях со многими своими учениками и сторонниками, уделяя главное внимание в исследованиях личности бессознательному, его популярность была в те годы огромна, а запись к нему расписана на многие годы вперед. В 1938 году с приходом нацистов к власти Зигмунд Фрейд вынужденно эмигрировал в Англию, а через год, 23 сентября 1939 года, из-за тяжелой болезни его жизнь оборвалась. Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство 20 века. Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ, не только о психоанализе, но и о самом ученом выпущено множество биографических книг.
художник. Интерес к теориям ученого не угасает и по сей день. Каждый год о Фрейде издается больше работ, чем о любом другом теоретике психологии. Это была история Зигмунда Фрейда. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда смотреть самые свежие короткие истории. Ставьте лайки, пишите комментарии, будьте с нами.